как сделать так, чтобы это выглядело очень хорошо и не стоило как космический корабль. О, это интересно. Сколько сейчас квадратный метр ремонта стоит в Варшаве? Должен быть какой-то человек, который объяснит, как по-белорусски, растлумачит. Ну, я к тому, что обычно это какая-то многострадальческая история, знаешь. За 2000 можно сделать ремонт прям с мебелью, и он будет хороший. Ремонт в Варшаве за $500 квадратный метр, с тем, что у тебя будет плитка в ванной, санузел. Думали, но... Вот до такого не додумались. В жизни каждого человека есть несколько решений, которые мы принимаем очень важных. И одно из них — это покупка квартиры либо своей какой-то недвижимости. Сегодня рядом со мной Артур, с которым мы обсудим, что такое отделка. Не только внутренние ремонты, как я сказал, не профессионально, а отделка. Да? Мы разберем, как это работает на польском рынке. Обсудим, какую идеальную отделку выбрать для вас и какие есть нюансы и риски. И чего делать не стоит. И чего делать не стоит. Артур, привет. Ты мне до этого сказал про 20 лет опыта. Я думаю, господи, это сколько человек всего за эти 20 лет узнал, увидел? Сколько неровных стен ты в своей жизни видел? Расскажи про опыт, да, и про польский опыт. Занимаюсь отделкой, да, длительное время, начиная прям с учебы. Тот же опыт училища и опыт в университете, который, к сожалению, не закончил. Опыт огромный, сотрудничество с очень крутыми дизайнерами. Делали классные объекты, которые попадали в журналы «Лучшие интерьеры мира». Были среди таких объектов, как дискотека в Лос-Анджелесе, бар в Нью-Йорке, и тут квартира в Минске. Которую вы делали. Которую мы делали, да. Александр Картович, я считаю, лучший белорусский дизайнер, с которым мы работали. У меня в Инстаграме есть видео, сделанное из фото с последнего объекта, который я с ним делал. И я считаю, что это лучшее, что я сделал. Когда ты делаешь объект, ты получаешь от этого удовольствие. Это не заработок денег, это прям наслаждение. Когда ты увидел результат и понимаешь, что это настолько круто, что, как Бентли, допустим. И, получается, 2 года ты переехал в Польшу, да, и сейчас этим занимаешься здесь. Да. Ну, я вообще изначально... Мне немного надоела стройка за все это время, что мы занимались этим в Беларуси. Люблю очень сильно готовить, поэтому я думал даже открыть свой бар здесь какой-то с интересной едой. Занимался этим, а потом мне поступил звонок: Артур, здравствуйте, хотел бы, чтобы вы у меня сделали ремонт. Я говорю, вы не понимаете, я сейчас немного в другой стране. А мне говорят, нет, это вы не понимаете. Мне нужна отделка в Варшаве, я знаю, что вы в Варшаве. Я думаю, здорово, если нашей фирмы талант дошел до Варшавы, не давая рекламу, то это здорово. Да, мы не давали рекламу вообще никогда. Были люди, которые нас ждали годами специально, чтобы мы сделали у них ремонт. А как у них в этот момент объект стоял просто? Да. То есть они настолько прям... Да. То есть вот есть коробка дома, которая стоит и ждет, пока мы придем и сделаем ремонт. Расскажи про рынок внутренней отделки, и, как я его называю, рынок ремонтов в Польше. Что это за рынок? Да? Сейчас тебя, возможно, смотрят, невозможно, а скорее всего, и конкуренты, да, и те, кто занимается этим в соло, то есть работают сами, те, кто работает в командах. Вот как выглядит рынок этот в Польше? Есть часть квартир, которые сдаются сразу с отделкой от застройщика, это которые делают крупные организации, ремонт и так далее. Есть строительные фирмы, которые занимаются под ключ. Редко они занимаются чьими-то дизайн-проектами. У них готовые сразу дизайн-проекты, свои собственные, где вы можете выбрать какую-то часть материалов. Вот такая у вас будет плитка, вот такой вот у вас будет цвет стен там и так далее. И двигаемся по пакетам. То есть в этот пакет входит столько-то, в этот столько-то, в этот столько-то. По пакетам типа стандарт, премиум люкс. Да, и от этих пакетов никто не любит отходить, потому что это все просчитано, никто не любит ничем заморачиваться, заниматься, считать отдельно. То есть у вас есть уже какие-то рамки. Это если мы говорим за первичку, да, вот человек хочет купить первичное жилье в Польше от застройщика. Не только, то есть это может быть даже и отделанная вторичка, то есть полностью делается демонтаж, и после демонтажа делается штукатурка, стяжка, по которой уже делается проект. Потом есть такая вещь, как бригады, которые работают отдельно, которые просто приехали,
сделали вам, там, положили плитку. Мгм. Потом вы ищете того, кто вам положит пол, кто поставит двери, но это занимает очень большую часть вашего времени. При этом всем нет того, кто целиком за это ответственен. Ну да, ты как собственник квартиры за это ответственен, и обычно это, ну, у человека, у простого не хватает компетенции проверить Да, это и все. в основном это когда люди по вечерам берутся за голову и думают, как меня этот ремонт задолбал и так далее. Да. Я не встретил ни одного человека, который бы сказал, что мой ремонт прошел отлично, я всем доволен, класс. То есть обычно это какие-то... Могу дать телефоны своих заказчиков. Ну вот, пожалуйста. А мы оставим твой контакт внизу под видео, да? Но я к тому, что обычно это какая-то многострадальческая история, знаешь. Многие люди погружаются в этот вопрос, и им надо посмотреть кучу видео на YouTube, из этого всего выбрать то, что именно является правдой. Да. Не кто-то рекламирует какой-то товар, где-то есть какой-то обман и так далее. То есть надо потратить кучу времени. Помимо того, что еще надо как-то на что-то себя сподвигнуть и принять какое-то решение, что да, это вот мне подходит. Должен быть какой-то человек, который объяснит, как по-белорусски растлумачит, да, что подходит и почему. Задаст четкие рамки выбора. Я бы точно искал дизайнера. И какие люди в рынке могут за это отвечать? То есть потенциально этот дизайнер может отвечать за твой ремонт в твоей квартире, да? И Да, он может ввести ремонт. Дизайнер не будет проверять качество труб там, и так далее всего. То есть это будет... Насколько это будет соответствовать визуализации. Ага, то есть он визуальную часть, да, может... Да. Да, качество некоторых визуальных вещей дизайнер может определить, но технические решения не всегда даже подвластны опытным дизайнерам. То есть они видят вот так, и с опытным прорабом они могут договориться, как это решить и как сделать так, чтобы это выглядело очень хорошо и не стоило как космический корабль. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И, в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Бывает такое, что у дизайнеров есть хотелки определенные, то есть вот хочу так, и хорошие прорабы умеют с дизайнерами находить общий язык и находить решение, как это оставить в хорошем таком стиле, чтобы это смотрелось, чтобы это выглядело, и при этом работало и было функциональным. Потому что можно сделать так, как хочет кто-то, но это не будет работать, это потеряет внешний вид, и люди разочаруются просто в этом. Я считаю, что ремонт должен в любом случае быть не просто стильным и не просто функциональным, он должен быть настолько крут, что с годами он должен оставаться таким, не меняясь. В смысле, таким он не должен там терять внешний вид и эстетику? То есть, условно, Да, ну, допустим, столы не должны быть зашарпанными? В душевой сделать стену под камень. Она будет шершавая, чем вы ее не покрываете, как вы ее не защищаете, вам придется моющими средствами убирать с нее жир в любом случае. И если мы этого не делаем, то внешний вид теряется. Если мы работаем с какими-то моющими средствами, внешний вид теряется. Или сделать, допустим, на кухне, на рабочей поверхности камень под кирпич, под старый кирпич. Это будет очень красиво, очень стильно, но не функционально абсолютно. Сколько сейчас квадратный метр ремонта стоит в Варшаве? Вот если мне надо под ключ, и что включено в понятие ключ? Сейчас люди смотрят, они купили себе, они посмотрели наше видео с Колей про недвижимость, или нашли там твою жену, да, и купили себе квартиру в Польше, да, в Варшаве. И как им сделать цену этого? Как им заложить это все правильно? Начнем с того, что если это будут какие-то бригады, то можно найти, в принципе, вложиться в 500 злотых за саму отделку.
без материалов. Это, я считаю, минимум, когда у нас просто какой-то ламинат, как-то покрашенные стены, стоят двери, какая-то плитка лежит, и все. Если брать по фирмам, то вообще идет базовая минимальная цена около 1000 с материалом. 1000 злотых с 1000 материалами злотых с материалом. за квадратный метр. За квадратный метр. Окей, то есть Там квартира на 30... Там будет немного плитки, не полностью вся ванна. Там будут просто покрашенные стены и так далее. То есть у нас не будет то, чего многие хотят на самом деле. Если отталкиваться от рынка недвижимости в Варшаве, то около 15 тысяч квартир куплены не жителями Не поляками, Польши, а иностранцами. Иностранцами. 7 тысяч из них жители Украины, 2 тысячи из Беларуси. Это за 2023, да, ты Это за говорил? 2023, как я говорил, да. Из них куплено уже с отделкой большая часть этих квартир, около 90%. И получается, что люди хотят сразу с готовым ремонтом заехать туда, чтобы не было никаких проблем. Вот у меня уже все готово, я прям уже там живу. А что включено в понятие «готовый ремонт»? Вплоть до мебели. Все уже установлено. Я буду глупые вопросы задавать, возможно, для тебя, но мне кажется, большинство клиентов такие же. Есть отделка без мебели. Разные застройщики продают по-разному. То есть, может быть, уже техника даже стоять будет вся. Да. Некоторые хотят вообще не заморачиваться, не покупать себе стиральную машину, холодильник, чтобы это уже было все установлено. Но, опять же, люди не думают о том, кто это делал, как это делал и так далее. Я уже говорил, что даже если застройщик это делает, то на этого застройщика работают какие-то подрядчики. На этих подрядчиков будут работать какие-то люди, и это в основном будут мигранты. Я даже на стройках встречал ребят, которые из Африки работают на отделке. То есть вы можете понимать, какую отделку вам сделают ребята из Африки. Ну, они же точно учились как минимум на строителе, они знают все технологии. Технологии меняются. Учиться надо постоянно. Я в течение всей своей жизни учусь и смотрю, как прогрессирует вся эта отделка. Понятие того, что люди не любят учиться, они просто берут, вот понимают, что мы можем вот это делать, идут и делают. И с возрастом начинают все больше деградировать и делать всякую ерунду. Ну да, 20 лет опыта в какой-то сфере не равно, что ты имеешь там какой-то фантастический уровень и профессионализм. У меня работал дизайнер, по веб-сайтам мы делали, и у него было 5 лет опыта, но при этом он за 5 лет так и остался на уровне junior дизайнера. То есть он не продвинулся дальше, просто застрял на одной точке. Я считаю, что в свою работу надо влюбиться. Чтобы двигаться, чтобы развиваться, чтобы быть круче остальных, знать, уметь и конкурировать, надо любить то, что ты делаешь. 100%. Да. А если у многих это превращается в заработок, то есть я приехал, вот я могу открыть строительную фирму, я найму прораба, найму людей и так далее, они вот будут все это делать, я буду заниматься операционкой. Ну, это только если обычненькие какие-то совсем ремонты делать, на которые дается какая-то минимальная гарантия, и все. Мир разделяется на две категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Итого, давай вернемся к пакетам вот этим и к пониманию средних чеков. Сколько стоит ремонт в Варшаве за квадратный метр? Минимальный от 1000, я бы сказал, с материалом. 1500 — это что-то среднее. 2000 — это довольно хороший ремонт. Даже так взять, что за 2000 можно сделать ремонт прям с мебелью, и он будет хороший. С мебелью, но без техники, да? Да. То есть это будет квартира, в которую... Давай обрисуем как бы это образно в головах людей. То есть это будет квартира, в которую я захожу, там есть... Ну, входная дверь уже была от застройщика, ладно. Там есть входная дверь, я ее открываю, и вот обрисуй, что я вижу. Это будет кухня,
с техникой уже встроенной. Это будут минимальный какой-то хороший пол, довольно качественные стены, плитка в ванной. Возможно, если это побольше квартира, в отдельном санузле. Но и также надо понимать, что цена за метр квадратный складывается у нас еще от того, однушка это либо трешка. Потому что самое дорогое у нас в квартире – это санузел и кухня. В однушке уже есть санузел и кухня, а самого дешевого, просто обычной комнаты у нас одна всего лишь. Соответственно, однушка за квадрат будет гораздо дороже. И если брать минимальные цены за жилье, допустим, там 10 500 за метр квадратный стана девелоперского, то есть только штукатурка, стяжка и так далее, то мы находим самые дешевые уже с отделкой. Это будет где-то 14 500 за метр квадратный за минимальную цену уже отделанной квартирой, и там не будет мебели от застройщика. То есть 2 500 в эти деньги можно было даже всунуть мебель. Люди не умеют, у них нет финансовой грамотности, тем более они не знают нюансов стоимости и так далее. И поэтому они просто прибегают, берут, покупают. Опять же, то, что им будут делать мигранты через каких-то посредников. Поэтому... То есть, еще раз, если зафиксировать, то 2000 злотых ремонт в Варшаве за $500 квадратный метр с тем, что у тебя будет плитка в ванной, полностью готовый санузел, кухня. Что на полу будет лежать? В зависимости от хотения заказчика. То есть есть кварцвинил, ламинат, можно даже паркетную доску дешевую найти. И есть такие нюансы, что можно найти паркетную доску сразу с укладкой, допустим, потому что они играют хитроватами, и получается практически бесплатная укладка. И поэтому отделочники редко занимаются укладкой паркетной доски, она идет сразу от продавца. Точно так же с установкой дверей. У нас будет кухня, там будет встроенная техника уже стоять, да? Да. То есть встроенная техника — это там печка индукционная, допустим, змыварка. Что еще? Да. И какой-нибудь пекарник небольшой. Пекарник, да. Холодильник? Холодильник есть встроенный. Холодильник. Я думаю, может все это вместиться в эти. И в комнатах у нас будут стоять там какие-то полки, шкафы и диван, условно. Да. Почему так дешево? То есть $500, мне кажется, это дешево. Если мы говорим о трешке, то это нормальная цена будет. Если это какая-то студия небольшая... Давай там условно 45 квадратов. Мне кажется, средние там квартиры там 40-45. 2 500 можно с мебелью уложить. А почему так дешево? Или это не дешево? То есть, Это нормальная цена. Это нормальная цена, да? Ну, давай посчитаем. Если у нас 45 квадратов, это сколько? 45 на 500, то это у нас $22 500 у нас встает полностью обставить всю квартиру. То есть, как бы... Ну, это будет, как это сказать, не мебель, не люкс-класс. Это не луксус, как поляки говорят, да? Да, это будет просто ДСП, хорошо выглядящее, нормальное, с хорошей фурнитурой. Какую роль в этом занимает Икея? Потому что... Икея — это прекрасная вещь для тех, кто ценит свое время и деньги. Человек должен быть немного аккуратным, потому что если вы немножко приложите силы, это дело все разваливается. Особенно... шкафы разваливаются. Типа. Дешевые вещи, да, они приходят в негодность довольно быстро. Но, опять же, я считаю, что мебель из Икеи — это когда мы купили квартиру и хотим быстренько туда заехать. Быстренько это все обставили, а потом заменяем на более какие-то дорогие вещи. Да, допустим. Да. Либо, собственно, если это история, где ты зарабатываешь деньги, да, и ты понимаешь, что поставить какую-то там дорогую плитку в ванну нет смысла, слишком рискованно, потому что придет там тот, кто снимает квартиру в аренду, случайно уронит туда кружку свою стеклянную, твоя плитка разобьется, и как бы какой в этом смысл? Или нет? Да. В принципе, да. Но по квартирам, которые сдаются, там отдельная тема. Это вообще отдельная тема для разговора, потому что кто-то не вкладывает вообще ничего в ремонт, делает все из самых дешевых материалов, потом на кауции выезжают, меняя каждый год жильцов, не отдавая эту кауцию, потому что все развалилось, там как-то заменяют какую-то мебель, перекрашивают стены, опять же, дешевой краской, которую через год надо будет опять красить, потому что она вся измазалась, так как она была дешевая, потолочная, непригодная для
стен вообще. А некоторые люди понимают, что им надо, чтобы это было долго, чтобы это работало и жило, и подбирают грамотно материалы и делают очень качественно. И это довольно долго живет. Многие делают флипы в плане того, что купили без отделки, сделали отделку, продали. Соответственно, тоже мы там не всегда получим лучшую отделку, не всегда получим хорошие коммуникации, потому что людям надо заработать. Какой риск плохой отделки? Рисков очень много, и не всегда это внешне, так как у нас есть электрика, у нас есть сантехника. Это очень важные вещи. Начиная от самой стройки, когда у нас начинается процесс отделочных работ, у организации, которая этим занимается, должна быть страховка. И у организации есть страховка на определенные деньги. То есть у тебя тоже такая страховка есть? Да, конечно. То есть если что-то происходит на объекте, там прорвало трубу, короткое замыкание и так далее, что-то случилось, то эта страховка должна покрыть эти нюансы. Если вы занимаетесь сами этим, кто-то у вас там неправильно обжал трубы, у вас все это дело потекло, привет, с 7 по 1 этаж все залило, и оплачивать все вам. И опять же, не все может покрыть страховка, есть тоже нюансы определенные. И, допустим, нюансы по электрике, когда мы покупаем квартиру, у нас есть какая-то инфраструктура, так скажем, электрическая. И у поляков сделано так, что все розетки будут в одной цепи практически. Отдельно кухня, отдельно санузел, но в целом розетки идут одной цепью. Если мы переносим хоть одну розетку, то гарантия от застройщика с цепи, в которой перенесена розетка, пропадает. Соответственно, практически все розетки выпадают у нас с гарантии, если мы хоть одну перенесли. И это несет за собой риск, что если произойдет какое-то замыкание или еще что-то, то ты будешь... Отвечать будет заказчик. Если мы хотим застраховать свое жилье, и мы его страхуем... Отдельно, да? Как бы я пошел и в какую-то... И мы получаем какой-то несчастный случай, допустим, что-то там за кухней загорелось, выгорела кухня, и надо получить страховку. Они будут проверять, где была розетка, выполнена она по нормам, не по нормам. И если не по нормам, то никто никакой страховки не выплатит. Но при этом зато обилетить они тебя обилетят. Естественно, в любом случае. На страховку могут не... Вы за эту прекрасную бумажку уже заплатили. И, соответственно, если вам не скажут, где должна быть эта розетка, какие подключения, зачем должны быть, то у вас страховка даже не будет работать. По водной инфраструктуре очень много интересных решений, как избежать протечек и так далее. И на этом, я думаю, не стоит вообще экономить. Нельзя экономить на гидроизоляции ни в коем случае. То есть, что-то случилось из стиральной машины, протекла, там в новых уже стоит как бы защита от протечек, но всякое бывает. Шланг плохо был подключен и так далее. Поставили на стирку стиралку, ушли, здравствуйте. И опять же, если у нас в санузле сделана гидроизоляция, она все вытечет наружу, потечет ламинат, и у кого-то зальет зал, допустим. Со всем этим есть решение. Это все можно проработать, разобраться, где сделать какой слив и так далее. И все это работает без проблем. Вода может течь просто в ванной все время и никого не топить. И у тебя тоже эти есть компетенции, и это входит в твой продукт, да, который сервис, который ты клиентам оказываешь. Потому что, мне кажется, не все так заморачиваются. И знаешь, вот что я сейчас, пока тебя слушал, осознал. Как будто рынок ремонтов, да, внутренней отделки, он не стандартизирован в глазах клиента. То есть как будто клиент из-за того, что он с этим сталкивается 1-2 раза в жизни, простой, я имею в виду, человек, да, не флиппер, не предприниматель, он может не до конца знать, что есть нормой или обязанностью, да, в этой услуге, а что как бы бонус и плюшка, которую дает непосредственная компания. Вот я, допустим, сейчас тебя слушаю, я понимаю, вау, классно. Я нанимаю компанию, которая позаботится о каких-то рисках, там, что может протечь труба, унитаз, взорвется мой холодильник, да, потому что что-то не так с розеткой было, или, допустим, расскажу классный пример, вот в плане ремонтов. Получается,
стандартная кухня, стандартная плита индукционная, ну да, индукционная. И шов, она стоит на, я думаю, самом каком-то дешевом там ДСПшном материале. И шов, который соединяет куски, находится, то есть вот заканчивается плита, да, и вот здесь заканчивается этот шов. Когда ты готовишь еду, ты накрываешь свою шакшушу этой крышкой, да? Ты ее накрываешь крышкой. И капельки с этой крышки капают вокруг как бы этой сковородки. Это нормально. И это мой кейс, реально. Я захожу в квартиру, и в один момент с утра просыпаюсь и вижу, что у меня вот на этом шве, вот здесь как раз тупо напухло это ДСП. То есть оно просто кусочек такой напухший. Я такой, вау, класс. Я думаю, это что-то кто-то делал, да? Это ж он головой не думал, получается, или как это так получилось? Думали, но... Но до такого не додумались, да? Нет, тут, во-первых, некачественная сборка. Ну, ДСП такой себе материал в любом случае. И при установке всех элементов, которые находятся у нас в столешнице, будь то мойка, варочная поверхность, Да. все вот эти поверхности должны быть обработаны силиконом. Ну да, герметично. А там нет силикона, кстати. Ну, значит, она может разбухнуть просто от влажности. У нас в воздухе очень много влажности. Ну, Эта влага попадает внутрь, и все расцветает. ну вот тебе такой пример, и ну и все, там такая полоса, и вот тут просто такая набухшая штука, за которую, получается, я потом буду платить. Это стандартная ситуация, точно так же с мебелью в санузлах, с дверями в санузлах. Да. Вот на многих съемных квартирах я видел у людей, когда вот столько коробки дверной снизу разбухла, так как это прессованная бумага, она превратилась вот в такую большую дверь. Да, это минус установки, потому что устанавливать надо на хорошую прослойку. Это все просиликонено должно быть, чтобы вся влага, которая есть в воздухе, которая есть на полу, не могла проникнуть туда. Ну да, потому что если плохая вытяжка в доме, и я жил в разных квартирах, да, то обычно это такой кейс, ты купаешься, там в душ принимаешь, ты смотришь в комнату, у тебя все в пару, все поверхности в пару, то есть мне кажется, действительно кухня, ванная комната, это то, на чем прям нельзя экономить, иначе оно все поразлазится, Ванная поразбухает. комната и кухня в любом случае. Да, да. Плюс есть еще нюансы переносов помещений, когда у нас большая квартира. Некоторые делают кухню в другом месте, санузел еще где-то. Да, отталкиваясь только от стояков. И бывало такое, что у заказчиков, у которых сделали некачественный ремонт, мы какую-то реконструкцию делали, в санузле пахнет рыбой жареной, потому что не стоят клапаны и так далее. У кого-то стоит очень мощная вытяжка, он ее включил, все передавливает и так далее. Хотя вещь очень дешевая, небольшая, ее установить... А ты слышишь индусский карри, понял, который у тебя варится там на 7 этаже? Если рядом живут еще или чеснок. ребята, да, из Азии, они могут устроить такую массакру, Да. что ай-яй-яй. Вопрос про страхи, да, это один из вопросов, который перед подкастом ты хотел обсудить, да, это, я так понимаю, важно для людей, и они с этими страхами приходят. Прямо он так и звучит: страх переезда и покупки жилья. В чем здесь страх? То есть чего люди боятся? Вот какие у них мысли? Из наших стран ребята, которые вынуждены были переехать, есть те, которые просто думают о переезде, потому что работа, либо желание заработать чего-то большего и так далее. И, естественно, все упирается в то, чтобы где жить, где учиться и так далее. И самое большое страх — это потом покупки квартиры. Как в этом большом незнакомом городе найти тех людей, которые сделают отделку, либо покупать сразу с готовой отделкой. И почему лучше сделать отделку самому, на мой взгляд? Я, конечно, понимаю, что я специалист, я уже все вижу как есть, но
Я понимаю, как люди со стороны это видят, что вот есть у нас готовое жилье, и если, опять же, берем разницу в 2500, то можно сэкономить и не просто сделать жилье для себя, которое будет нравиться тебе, а сделать это качественно. И страхи в основном того, что вот мы купим, а это будет некачественно, это будет дешево, мы потом это не перепродадим и так далее. Я считаю, что лучше брать без отделки. Я считаю, если позволяют деньги, то брать дизайнера, чтобы конкретно сэкономить на проекте. Потому что точно будут стоять проемы там, где надо, двери будут открываться так, как нужно, включатели будут... В правильную там, сторону ты имеешь в виду? Да, бывает такое, что двери конфликтуют между собой, либо просто стоит какой-то... Потом становится шкаф, и дверь уже не открывается. Либо диван у нас не влазит туда, куда надо, либо включатель у нас не с той стороны, когда нам надо включить свет, потом открыть дверь и зайти в помещение. Дизайнера все это продумывают. Логистика, да, как бы не продумана вот это. Естественно. При этом всем вы можете следить за коммуникациями, которые вам укладывают. Вы можете выбирать между трубой дешевой, средней и очень качественной. То есть фитинги, соединения, электрические провода, это все можно посмотреть, сколько это стоит и так далее. Но есть большой нюанс покупки материалов, когда люди хотят сэкономить, купить все сами, потом найти бригаду, которая им все это вот слепит. Соберет, да? А почему они так делают? Первое, они хотят сэкономить, да? Естественно. Все же боятся, что им продадут задорого материала. Да, они боятся, что лишних материалов. Что ты как компания их обманешь на этих материалах и наваришься еще там 50%. Да. Вот это, я думаю, последнее, на чем зарабатывают люди, потому что, соответственно, зарплат, материалы здесь довольно дешевые. И поэтому на каком-то мешке штукатурки экономить, но такое себе. Плюс есть еще, опять же, те же гарантии, которые нам дают производители материалов. Если мы покупаем самую дешевую ленту для гидроизоляции в санузле и жидкость для гидроизоляции, плын, которым делаем гидроизоляцию, они могут конфликтовать по бренду, и мы не получим тогда гарантии, не сможем сделать рекламацию. То есть надо покупать одного производителя и грунт, и иметь при этом чек, что вот мы покупали, и у нас есть проблема. И люди, все равно понимая это, они все равно выбирают решение делать самим, заниматься этим всем самостоятельно. Время, да, которое я потрачу на то, чтобы разобраться с этими гидроизоляциями, прокладками, накладками и всем остальным, я понимаю, это нереально, в этом всем разобраться. Как люди принимают такое решение? Почему они это делают? То есть настолько как бы экономия или настолько недоверие к рынку? Для того, чтобы сэкономить, потому что некоторым одобрили кредит только на само жилье. Им надо срочно съезжать с съемного жилья, и у них нет возможности платить и кредит одновременно, и за съемное жилье. И некоторые переезжают даже без уложенного ната прямо на стяжку и живут в процессе ремонта. Это одно. А, допустим, когда покупают уже готовое жилье, никто же не знает, как это все сделано внутри, что там, с чем собрано, так скажем, какие внутри коммуникации и так далее. И, естественно, если вы купили у какой-то организации, то это может быть слеплено с чего угодно абсолютно. Где они ищут эти решения и на что важно обратить внимание? Много разных площадок, где вы можете найти услуги, начиная с того же OLX. Но есть Оферто, кстати. И там вроде бы даже какие-то рейтинги есть у фирм, у людей и так далее. Но четко, как подобрать человека, который сделает вам ремонт, точно сказать не могу, потому что сам переделал несколько неудачных попыток сделать хороший дизайнерский ремонт, даже здесь, в Польше. Ты как бы после кого-то, да? Да. К нам обращались люди, и были нюансы
просто такие, смешные, так скажем, когда на компьютерные провода, которые пустили через санузел по полу, ставили инсталляцию, заделывали все это раствором кое-как. То есть, это не жило бы точно какое-то даже время, полгода, и были бы протечки, проблемы с проводами, кабелями. Были проблемы такие, что пришли шлифовать пол для укладки покрытия и повредили компьютерные провода, потому что они были уложены без изоляции, всплыли просто в стяжки, их шлифанули вместе с этой стяжкой. Таких, так скажем, приколов очень много. Я не представляю, кто может на это давать какую-то гарантию. То есть вроде бы есть договор с людьми, что будет гарантия, но это не проживет полгода в любом случае. А все строительные компании дают гарантию? Вот фирмы такие, да, как у она тебя? есть, если она не прописана в договоре, она есть стандартная, 2-летняя. По законодательству? Да. Так, подожди, это сейчас важно. Это сейчас важный лайфхак для людей, да? Еще раз обозначь это. Она есть 2-летняя, да, но она много на что не распространяется. Лучше в договоре как бы прям Лучше прописаться. декомпозировать, у нас да? в договоре это прописывается, и у нас не стоит срок. Мы оговариваем это с заказчиком. То есть кто-то хочет, чтобы у него был срок гарантии больше, соответственно, будет немного выше расценки, потому что это большая ответственность и так далее. Мы будем какой стандартный использовать срок? 2 года? Год-два прописанных, можем увеличивать далее от желания. Есть точно так же гарантия на отделку, на то, как будут выглядеть стены. Мы советуем определенные краски, определенные шпатлевки, чтобы это долго жило, чтобы у нас потолки не рвало, не трещали и так далее. И при этом всем дать большую гарантию на стены, допустим, это сложно, потому что люди разные, люди по-разному относятся к жилью и так далее. У кого-то есть дети, собаки, и некоторые люди выбирают не очень дорогие краски, потом их моют и говорят, а она же моющаяся. А она не моющаяся, да? Понятие моющаяся краска — это маркетинг? абсолютный, потому что после хорошо украшенной стены можно дотронуться жирной рукой до стены, и если по свету смотреть, пятно это не уберется никак. Есть лайфхаки, как мыть это все дело, микрофиброй и так далее, используя определенные средства, но это такое. Есть хорошие краски, которые живут с этим, какие-нибудь керамические от хороших производителей, и это долго выглядит хорошо. Так, какая у тебя сейчас структура компании? То есть ты работаешь сам, либо у тебя есть еще команда? Я работаю сам и работаю с ребятами. То есть на постоянной основе ребята. И сотрудничаю с ребятами разными, с разными бригадами, с определенными ИП. Эти ИП выполняют качественную отделку. И ты выступаешь как прораб в данном кейсе? Да, я пока делаю все, так как всего лишь 2 года компании, надо как-то ее продвигать, развивать. И пока еще операционка вся на мне, делегировать пока еще некому. Не взрастил еще в штате кого-то, кого можно продвигать далее по служебной лестнице, на кого перекладывать эту ответственность. Так как занимаюсь пока еще всем сам, соответственно, выхлоп от того, что мы делаем, очень хороший, потому что слежу за всем я. И несу ответственность я. Какая разница в ремонтах и в подходе у поляков и у украинских, белорусских строителей? Поляки хотят очень серьезно сэкономить. Им не важно. Ты сейчас про клиентов, владельцев недвижимости? Да, про клиентов, поляков, которым не очень важно качество, так скажем. В Беларуси будут требовать качества просто неимоверное какое-то. Некоторые будут доказывать с фонариком у стены, что вот здесь вот эта вот точечка, ее здесь не должно быть. Поляки гораздо проще на это все смотрят. Главное, чтобы было быстро, аккуратно и без потеков. У меня был такой случай, когда на объекте, на однушке было приклеено 23 стикера в комнате, хорошо выкрашенной комнате.
Было 23 стикера разных цветов со стрелочками, указывающими на нюансы. Человек сказал, вот у меня есть крыло моего Мерседеса, оно должно быть, вот так должно быть покрашено. Ну и, соответственно, после чего был совершен звонок на энергию Мерседес в Минске, и узнали, сколько стоит покрасить крыло, и предложили, в принципе, метр квадратный в размере... По его стоимости, да? $250, да, можно сделать тогда какую-то неплохую покраску. Так как есть сейчас есть и безвоздушная окраска, подготовка материалами есть хорошими и так далее. Опять же, насчет материалов, когда заказчик покупает сам дешевый материал, и потом требует от исполнителя качественного исполнения, то далеко не все материалы подходят под это качественное исполнение. И что еще? Какие еще ментальная разница вот с точки зрения самих строителей, да, у поляков и у тебя? То есть, я так понимаю, строители подстраиваются под запрос поляков-потребителей, да, тех, кто покупает? Да, очень мало поляков-строителей в Польше. Потому что они все в Англии. Польше, да, когда можно работать в Германии. Как минимум, Англии. да, в Германии? Как минимум, да. Даже знаю сам много отделочников, которые хотят отсюда уехать в Бельгию. Ну, соответственно, именно наших, да? Прайс X2 идет. Почему работать тут? Ну, да. Хотя, в принципе, зарабатывать здесь можно, составляя качественную конкуренцию другим. Поляки здесь делятся на два типа, которые делают, непонятно что, не назовешь это ремонтом. И есть те, которые делают очень качественно и, соответственно, имеют высокую цену, высокую скорость, высокое качество. Так как это высокая цена... А какая? То есть о каких чеках идет речь? Если вот мы сравнивали $500 за квадратный метр, то это... минимум в 2 раза надо умножать сразу же. То есть там $1000 за квадратный метр. Квартира на 45 квадратов станет 45 тысяч. И это будет без всяких нюансов, без теневых карманов, без плинтусов скрытых и так далее. То есть это будет обычная отделка. Они хотят гораздо больше прайс, они знают, чего они стоят, они знают, почему они должны работать на стройке и так далее. Хотя я встречал некоторых специалистов польских, которые делают качественно, но они берут своей скоростью. Допустим, отдельные ребята, которые укладывали пол, они приезжали довольно дешево, укладывали и качественно. И за счет того, что они вдвоем положили 4-комнатную квартиру за день, они, соответственно, заработали деньги. Заработали свою копейку. И что-нибудь еще по ментальной разнице? Ментальной, либо... Вот у меня еще, знаешь, такой вопрос про нормативы. Как они отличаются? Какие-то нормативы, подходы, углы от Беларуси? Если брать изначальное жилье... Размер то есть труб, я имею в виду, знаешь... Как говорят, здесь называют стан девелоперский, когда мы получаем от девелопера, оно будет в гораздо лучшем качестве, чем делается это в Украине либо в Беларуси. Чем стан девелоперский в наших странах. Да. А объясни людям, что такое стан девелоперский? То есть как это? Это сданная с заказчиком минимальная отделка. То есть это отштукатуренные стены, стяжка на полу и разведены коммуникации. То есть, давай еще прям для таких необразованных, как я. Розетки. Розетки, где у нас провода висят? Нет, уже будет стоять даже розетка. Какая-то розеточка будет. Да. Ты ее потом что поменяешь? Но будет она. Понял. То есть, розетка, куда можно втыкнуть 320, да? 220 вольт, да. 220, извиняюсь. Что такое стяжка и стяжка пол? Это растворное основание на полу. Которое идеально, просто ровное. В идеале идеальное. В идеале идеальное, да. Понял. Я не встречал ужасных покрытий здесь. В принципе, всегда можно ложить ламинат без... То есть можно заходить и ложить подготовки, ламинат. И стены отштукатуренные, да, на которые... Иногда даже огрунтованные. В некоторых случаях могут быть даже шпатлеванные. Окей. Объясни разницу между штукатуркой, грунтовка, шпаклевка. Есть у нас кирпичное основание. Есть кирпичное основание. Да. Его выравнивают с помощью штукатурки. То есть это около 2 сантиметров толщины выравнивающего слоя. Окей. Потом идет грунт, чтобы приклеилось у нас все это дело. И шпатлевка, которая делает тонким слоем, но уже гладко. Задача шпатлевки — сделать стену гладкой, а не ровной. Гладкой, а не ровной. О, это классно, ты прям сформулировал. После этого всего, опять же, грунтуем и красим. Или клей-обои.
Да, Есть ли кстати, очень есть ли люди, удивительная которые... вещь, очень удивительная вещь обои в Польше. Расскажи про обои. Стоимость поклейки обоев такая, что, в принципе, можно отказываться от всего и идти клеить обои. В плане... Сейчас я иронии не понимаю, потому что 45 злотых за метр квадратный. 45 злотых. Это довольно высокая цена, примерно в 3 раза выше, чем в наших странах, потому что люди понимают, насколько это вредно, потому что помещение должно быть закрыто, дышим парами клея, и потом имеем определенные болячки. Да. А и есть ли люди, которые до сих пор это делают? Да, да, и я хочу сказать, что Тебе нравятся обои? хорошие обои в интерьере всегда плюс. Не полностью заклеенные обоями помещение. То есть где-то мы выделяем какую-то стену, она может быть выделена декоративкой, где-то обоями, и это будет смотреться, подчеркивать какую-то индивидуальность помещения. Мгм. Но в основном стандарт, который польский, да, это стены по стану девелоперскому, который ты описал, и я захожу и могу там дальше. Давай обсудим стили в дизайне. Очень интересная особенность, которую заметил в Польше. Любят очень много золотой фурнитуры. О, как. И она выполнена интересно. Не как это у нас называется, цыганщина, да? Да. А здесь она хорошо вписана в интерьер, продумана, но даже магазины на этом зарабатывают. У нас будет один и тот же смеситель для ванной, одного и того же производителя, один в белом хроме, другой в золотом, и в золотом будет в 2 раза дороже. Хотя это ж... Одна и та же вещь, Это явно не золото. Да. но продается гораздо дороже. Прикол. Потому что тренд, потому что нравится. Паркет французской елкой сейчас будет, опять же, везде дороже. Потому что вот сейчас модно, сейчас мы его укладываем. Я так скажу, интерьеры — это как с модой. Они точно так же цикличны. Если у нас в году 2008, может быть, была очень модна декоративная отделка, классический стиль, потом он плавно перетек в такой минимализм, из минимализма перетекло это все в что-то среднее между классикой и минимализмом, добавились какие-то багеты, декоративка и так далее, то сейчас это опять плавно начинает перетекать в то, что добавляем больше рюшек, добавляем больше всего такого классического, пышного. Ты занимаешься этим бизнесом, этим ремеслом уже 20 лет, из которых, получается, 2 года в Польше, да? Что самое важное ты понял в ремонтах за это время? Мог бы ты сформулировать, набросать людям? Они сейчас смотрят это видео, думают, все классно и интересно, дайте мне в завершение какую-то прям квинтэссенцию всего твоего опыта. Давай пробуем выжать. Ну, во-первых, надо обязательно пообщаться с разными представителями, которые могут вам делать ремонт. Желательно их пригласить на объект, послушать их всех. А это нормальная, да, практика? То есть, когда Это ты... нужная практика. Потому что если вы понимаете, что вы за час не нашли с человеком общий язык, если он вас не слышит, не понимает и не умеет объяснить вам что-то, то вам с ним будет сложно делать ремонт. У меня, допустим, уровень польского около B1, но из-за очень низкого словарного запаса я с поляками буду общаться как маленький 3-летний ребенок, который не умеет составить хорошо предложение. Точно так же и люди, которые... Вроде бы он и опытный специалист, но он просто делал одно и то же всю свою жизнь, и какие-то нестандартные решения он просто может не потянуть и не догадаться, как это сделать. Но у него нету насмотренности, у него нету разных вариаций, проблем, У факапов. многих нет желания вникать вообще. Ну и желание, ладно, да. То есть вот он забросил каких-то рабочих на объект, они как-то сами там что-то склепали, собрали и до свидания. Когда есть вопросы, особенно по примыканиям лестницы с потолком, покрытие с лестницей и так далее, там очень много нюансов, разные ниши, как скрытые плинтуса будут приходить к каким-то подиумам. Очень редко дизайнера прорисовывают это все. То есть мы не получаем схему узла какую-то. А у нас просто вот здесь это, вот там то, а как это женить, как это все будет приходить одно к одному.
От этого, от этих мелочей зависит и стиль нашего объекта. То есть, когда тут что-то прервалось, там вот такой ширины какая-то замазка непонятная, либо заглушка стоит, да. Или какой-то шпатель, там просто шпателем заделали, да? Да. И от этих мелочей все и зависит. И у меня есть такая профдеформация. Да. Я всегда прихожу Понимаю. в помещение и оглядываю, как что сделано. Особенно в дорогих ресторанах, каких-то заведениях. Я первое время в ужасе, минут 20 рассматриваю, насколько это все дешево и плохо, а потом только начинаю кушать. Ну да, понимаю. Потому что многие не замечают нюансов, а когда ты знаешь, как это должно выглядеть, как это должно быть сделано, и в основном это ужасно. Что еще? Какие еще инсайды и важные вещи по ремонту за 20 лет? Очень важно делать выкраски большого размера. Если мы говорим о дизайнерском ремонте, имеем хотелку какого-то интерьера, надо делать выкраски немножко побольше. Это как? Это что такое? Образцы цвета, чтобы понимать, как у нас будет выглядеть интерьер. Потому что визуализация дизайнера — это одно, и потом, когда мы заходим в помещение, у нас совершенно другое ощущение, да? Да. То есть, условно, дизайнер нарисовал оранжевую стену или зеленую, да, какую-то. А вам с ней жить. Ну да, а нам с ней жить. Не секунду полюбоваться на картинке, вау, прикольно. Да. А прям долгое время. Но я так понимаю, что там белые стены не зря используют, потому что это самый нейтральный. Этот цвет подходит ко всем цветам. Ну да. И он Есть ли еще какой-то цвет, который такой нейтральный, который можно использовать? Только черный и белый. Остальные цвета уже имеют свое настроение какое-то, да? Имеют, да. Но опять же, белый цвет, он очень сложный, потому что он больше всего имеет оттенков, так как в белом у нас будут все цвета, которые существуют по отдельности. То есть у нас может быть сделана стена одним материалом, белая, вторая тоже белая, но она будет совершенно в другом оттенке. Одна холодная, одна теплая, матовые и глянцевые, они будут отличаться так, что они просто даже не будут писаться вместе рядом. И задача дизайнера — это все дело поженить. Что-нибудь еще по инсайдам и важным таким заметкам? Подумай, где еще люди, клиенты допускали ошибки, где они вот прям ловили штангу? В основном закупка неправильных материалов самими. Когда они сами закупают? Да, они... Вы с такими клиентами работаете или нет? Стараетесь, наверное, не работать даже, да? Ну как? Мы приезжаем на объект, если лежат там материалы уже. Доски уже лежат. Общаемся с заказчиками. Есть хорошо, что в Польше есть такая... Ну, сейчас, я думаю, уже во многих странах это практикуется, сдача назад материалов, которые не подходят, да, потому что некоторые, они просто физически не подходят для той либо иной задачи. Когда хотят сделать что-то неимоверное дешевыми материалами, это уже невозможно. Опять же, много нюансов. Даже в той же плитке, когда люди хотят положить крупноформатную плитку в каком-нибудь маленьком санузле. Она засунуть большая плитку. Да? Плитка ты имеешь в виду крупноформатная, что она большая, но санузел 1,5 метра на 3 метра. Такие бывают? Да, конечно. А бывают еще и толщиной в 2,5 миллиметра. А санузел типа там сколько? 4 квадратных метра? Даже хотят в 2 квадратный. То есть совсем, допустим, у нас здесь унитаз, биде и умывальник, и они хотят туда вот этот широкий формат, не понимая, что он просто в двери не влезет. Ага. Ну да, типа ты его даже запихнуть туда не можешь, чтобы положить, да? Да. И, соответственно, чтобы его туда запихивать, мы его не можем просто руками заносить. Там специальная большая инсталляция с присосками. И на этих носилках заносится эта вещь. Это все должно влазить, это должно проходить и так далее. Ну, да. Очень много нюансов. И, соответственно, из-за этого вырастает цена. И многие люди не понимают, почему и с чего формируется эта цена. Сколько раз надо подойти к стене, чтобы сделать ее гладкой. Допустим, здесь все хотят просто пошпатлевать стенку за один раз, покрасить ее, чтобы она прекрасно выглядела. На самом деле, чтобы стена была сделана качественно по стандарту Q4, то мы должны стену шлифануть, загрунтовать, отшпатлевать грубой шпатлевкой, зачистить, загрунтовать, поклеить флизелиновое полотно. После этого мы должны
зашпатлевать финишной шпатлевкой, зачистить, загрунтовать и покрасить. Ну, это сколько раз подойти к стене, как ты говоришь? Типа 15 раз? Около 15 раз, и потом удивляются, а почему это стоит 150 злотых за метр квадратный? Подход человека стоил всего лишь 10 злотых за один подход к стенке. То есть не так уж и много. Не так уж и много. Либо мы делаем простую отделку, когда мы просто красим стены, и все, заезжайте. Какая разница? Повесьте дорогую картину, на которую все будут смотреть. Угу. Сэкономьте на это. Но в Европе большинство людей выбирают дешевые эти варианты. Возможно, они не ценят качество, у них нет такого запроса. То есть почему они так делают? Не знаю. Это Ощущение, что у нас наши хотят тоже так. обладать большим количеством рабов, которые очень сильно, кропотливо работали над твоим помещением, Ага. а другим людям просто должно быть дома уютно, тепло и комфортно. А сколько мучились над определенными углами, примыканиями, соединениями, не так важно. Угу. И желание наказать людей, чтобы они что-то сделали более качественно, у наших ребят гораздо выше, чем здесь. Здесь единственное, что могут поляки, конечно, когда работают без договора, без прописанных в договоре каких-то вещей по качеству, по гарантиям и так далее, могут затребовать много чего. Допустим, вот сделали отделку на этапе строительства, когда у нас шлифовали стены. Вы же видели, какого качества у нас стенки. И потом ребята красят, а им говорят, ну, знаете, это не подходит. Надо, наверное, чтобы вы заплатили нам за то, чтобы нам переделали. Ну, соответственно, переделывать никто не будет, а деньги уйдут. И поэтому важно, да, подписывать договор, читать договор, понимать, что у вас входит в эти деньги, которые вы заплатите. Многие люди не понимают, что что-то не входит в смету. То есть рисуют в основном для заказчика черновую смету, где, грубо говоря, там квадрат санузла стоит столько-то, это столько-то, и там 10 пунктов, вся отделка квартиры. Угу. И потом, когда начинается ремонт, и где-то в середине им оповещают, что вот это не входит, то не входит и так далее. Поэтому я считаю, что сметы довольно широко должны быть расписаны. Я сотрудничаю с некоторыми дизайнерами, которым отправляю свои сметы на просчет. То, что присылают мне на просчет, я им возвращаю эти сметы, они говорят, о, класс, все так хорошо расписано, сразу понятно, нет никаких вопросов. Максимально детально и учтены все риски, да, которые будут в процессе? Далеко не все, потому что их, вот на объекте последнем было, по-моему, 75 пунктов в смете. 75 пунктов в смете. Все это надо подбить под то, что все пойдет по нашему сценарию. Ну да, по идеальному. Да, по сути. а идеального ничего не бывает. Где-то не подходит основание, где-то не подходят какие-то конструкции и так далее. Это приходится заменять, изменять и так далее. Особенно в дизайнерских ремонтах, которые требуют очень детальной переработки чего-либо, каких-то конструкций больших, каких-то неимоверных решений, не знаю, подмостям и так далее. Когда у нас есть второй этаж в помещении, никто же не задумывается, что там внутри надо построить еще один этаж, чтобы потолок построить над вторым светом, правильно? То есть у вас там высоты 8 метров. Никто же не будет там леса идти двигать туда-сюда. То есть надо собрать какой-то... Как ты думаешь, тут стены хорошо покрашены и сделаны в месте, где мы В сидим? этом свете они просто идеальные. А если выключиться и посмотреть вблизи? Естественно, это будет просто... Ну, так-то смотрится симпатично, все такое прям. Если мы подсвечиваем стену прямо, она будет в любом случае идеальна, потому что она не будет иметь теней. Ага. Если у нас идет подсветка сбоку, то эту стенку надо вылизывать по полной программе. Некоторые любят подсветку за телевизором, подсветку потолка какую-то боковую. Да. И они потом в шоке, почему это вот столько стоит вот этот потолок покрасить. Мы его можем просто вам покрасить, потом положим туда подсветку, и вы возьметесь за голову. И там будут тени, да? То есть будут из-за света тени, из-за того, что стена Вот не до ровная? того, Или... как все строители трогали эти потолки, будет видно, потому что боковой свет у нас выдает полностью все нюансы. Ага. И, соответственно, совершенно другие циклы работ. Вот весь этот перечень, который я перечислил, он должен быть вот на этой стенке, и это должно именно столько стоить, чтобы это получилось качественно. Потому что, когда у нас стоит окно, и от окна уходит длинная стена,
мы иногда можем ужасаться даже качественной покраски, потому что все столбики от валика будут видны. Будут минимальные движения шпателем видны даже после зачистки. Или когда покрашенную стенку уже побили и говорят, вот вы немножко тут подкрасьте. Невозможно качественно покрасить стену в одном месте. Ее надо перекрашивать от начала до конца всю. Если побили уголок где-то серьезно, то этот уголок надо подшпатлевать, почистить, подгрунтовать, подкрасить и перекрасить 2 стены, уходящие от него. Это в идеале. А не в идеале? В идеале, конечно, подкрасили. Ну, есть там пятнышко, есть. Ну да, особенно если как бы дешевый ремонт у человека, то он И у не всех парится. хорошо, что вот Кнауф занялся такой стандартизацией, так скажем, качества. Это что? Фирма Knauf, которая производит строительные материалы, стандарт Q2, Q3, Q4. И в эти стандарты прописали, что в этот стандарт должно входить. Как должна выглядеть поверхность после вот этого исполнения. И на некоторых материалах прописано, что подходит этот материал для отделки Q3, этот материал подходит для отделки Q3, Q4. У некоторых требования для отделки Q5, которое даже не прописано. То есть, когда мы говорим о боковом свете, когда стена должна быть как крыло Бентли, это Q5. И там есть определенные ухищрения, к которым прибегают строители, чтобы сделать эту стенку такой гладкой, красивой и выглядящей как на. Как в Бентли, да? Или в Мерс. Если будут запросы, что мы что-то не проговорили, я думаю, можно будет еще встретиться что-нибудь. То напишите, дайте нам обратную связь, накидайте вопросы, да, с чем вы согласны, с чем нет. Тонкой нитью мы обсуждали сегодня, то заниматься ли этим самому, да, частью менеджмента этого процесса, покупать эти все резинки, клей, плитки, да, самому. Съездить, поменять 3-4 раза самому какую-нибудь прокладку, которая сантехнику не подойдет. Да. Мы сегодня это тонкой нитью обсуждали, и напишите ваше мнение, согласны вы с этим или нет, и напишите, какие вы видите плюсы и минусы работы с компанией, которая делает под ключ вам внутреннюю отделку. И ссылки оставим на Артура в описании под видео. Если вам интересна его услуга, продукт, то, пожалуйста, пишите. Да, пишите в Инстаграм, будем открыты для всех. Да. Могу, конечно, не сразу отвечать, потому что вопросов довольно много. Звонят, предлагают. Даже сейчас у нас несколько объектов в работе, и поэтому не всегда все происходит молниеносно. Ну, это такая сфера, где быстрых ответов хотелось бы, конечно, получать. Быстрый ответ, быстрый ремонт. А сколько в среднем ремонт длится? Очень это расплывчатая любимый штука. вопрос клиента. Да, за 2 недели сделаете? Однушку, да. Если нету никаких переносов стен, переносов сантехники и так далее. 40 квадратов? Можно сделать до месяца точно без проблем можно сделать. Если нет никаких проблем с финансированием, с ожиданием каких-то вещей и товаров. Утверждением. Да. Просто бывает такое, что, особенно когда дизайнерский ремонт, мы ждем ванну, которая приедет там из Италии, ее надо подождать месяц. Разводить под нее сантехнику мы не можем, так как нет точного технического описания, либо вообще невозможно без нее что-то сделать. И, соответственно, все, стоим. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.